Привет, я принцесса! В сегодняшнем выпуске мы продолжим рассуждать на тему аниматроника Бэйби, так как в комментариях под предыдущей моей теорией некоторые продолжают писать о том, что Эннард — это отдельный аниматроник, но согласно моим теориям, Бэйби — это и есть Эннард, и она специально его сделала, чтобы совершить побег из Sister Location. Начнем с того, что многие пишут о том, что в трейлере игры на Sister Location аниматроник Бэйби постоянно повторяет одну и ту же фразу «Don't hold it against us». И эта фраза переводится как «Не держи на нас зла». Поэтому вы пишете, что согласно этим словам в трейлере Бэйби пытается сказать нам, что якобы она добрый аниматроник. Но потом Эннард захватывает ее разум и начинает ей управлять. Но ведь в этом нет никакого смысла, потому что на самом деле Скотт специально сделал так, чтобы изначально все игроки и фанаты FNAF думали, что Бэйби добрый аниматроник, и в начале игры она действительно помогает охраннику. Но в итоге мы узнаем, что на самом деле Бэйби обманывал игрока на протяжении всей игры. И только в финале мы узнаем, что Бэйби на самом деле хочет убить главного героя и забрать его тело. А если бы Скотт сделал, чтобы в трейлере она говорила, что она злая, то это был бы конкретный спойлер, и было бы неинтересно играть, так как все бы сразу поняли, что Бэйби злой аниматроник. Именно поэтому в трейлере Бэйби говорит, что она и все аниматроники добрые. И на протяжении всей игры мы тоже думаем, что Бэйби добрая и хочет помочь нам. Но в финале оказывается, что Бэйби на самом деле злая и просто обманывала игрока, используя его в своих целях. И такой поворот сюжета в финале оказался реально неожиданным и интересным. Если бы Скотт рассказал об этом в трейлере игры, то играть было бы неинтересно, так как все бы уже знали, что Бэйби хочет убить охранника. Именно поэтому в трейлере Бэйби говорит фразу «Не держи на нас зла». К тому же, если хорошенько подумать, то можно понять, что Sister Location — это никакая не пиццерия, а своего рода место заключения для аниматроников, так как Sister Location находится глубоко под землей, и попасть туда можно только на специальном лифте. А каждый аниматроник в этом месте находится в своей отдельной комнате. То есть люди изолировали этих аниматроников, так как они являются очень опасными для людей и могут убить их. Поэтому они держат их заперти, а если они не слушаются, то они добьют их шокером, пока аниматроники не начнут подчиняться. А так как Бэйби находится в одной из этих комнат, то можно сразу понять, что она злая, и с ней нельзя контактировать. Конечно, аниматроникам не нравится в этом месте, и они хотят сбежать на волю. Поэтому Бэйби придумала идеальный план побега, в котором она использует нового охранника-техника, чтобы не вызывать подозрений. Также вы пишете, что во вторую ночь Фунгаем управляет Эннард, а его голосовой модуль начинает глючить, и поэтому он отправляет охранника, чтобы тот деактивировал Фредди. А после этого Эннард забирает модуль Фредди и перестает глючить. Но подумайте сами, друзья, ведь это тоже нелогично, так как голос Фунгая доносится только из специальной рации, которую охранник всегда носит с собой. Это мы можем понять, когда Бэйби на пятую ночь говорит охраннику, чтобы он вынул ее голосовой модуль из руки и вставил в свою рацию, чтобы Бэйби могла и дальше говорить с охранником. То есть, по вашим словам, когда Фунгай начал глючить, охранник деактивировал Фредди, чтобы Эннард забрал себе его голосовой модуль, чтобы его голос перестал глючить? Но многие из вас не учли один очевидный факт, который заключается в том, что охранник постоянно носит рацию с собой, а голосовой модуль как раз находится внутри рации. Поэтому Эннард никак не мог забрать голосовой модуль Фредди и установить его в рацию, так как рация у охранника всегда при себе. Даже когда он уходит домой, то забирает рацию с собой. К тому же Фунгай начал глючить не просто так, а из-за того,
что поставил себе другой голос. It's a story. Great, great, great. Поэтому именно второй голос Фунгая глючит. А когда он снова включает свой голос, то продолжает говорить нормально. There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Default settings have been restored. И еще раз повторю по поводу видеокамер. Так как некоторые продолжают спрашивать, почему Бэйби не убила охранника в первую же ночь. А все дело в том, что в комнатах охранника установлены видеокамеры. В комнате контроля Бэйби их вообще 2, так как сотрудники знают, на что она способна. Поэтому и установили 2 видеокамеры. И если бы Бэйби убила охранника в офисе или где-то еще, где есть видеокамеры, то это бы сразу заметили, так как наблюдение ведется круглосуточно. Поэтому, если бы сотрудники увидели на видеокамерах, что Бэйби ведет себя подозрительно, то они бы сразу отправили толпу охранников, чтобы отключить или разобрать Бэйби. И даже если Бэйби могла бы отключить все видеокамеры, то это было бы еще подозрительнее. И сотрудники бы также отправили отряд охранников, чтобы разобраться, почему видеокамеры не работают. Также вы спрашиваете, каким образом Бэйби разбирает сама себя? И здесь все очень просто, друзья мои. Так как Бэйби не может сама себя разобрать, она сначала создает аниматроника Эннарда из запчастей 3 аниматроников, чтобы в итоге Эннард разобрал саму Бэйби и установил в себя ее детали. По структуре Эннарда можно легко понять, что детали Бэйби находятся в ногах Эннарда, так как на левой ноге можно увидеть глаз Бэйби. Получается, что Бэйби сделала Эннарда, и когда пришло время разбирать саму Бэйби, у Эннарда уже были руки от Фокси, Фредди или Балоры, чтобы разобрать Бэйби и забрать ее запчасти. Как видите, друзья, все идеально сходится, и в этом видео я привела реальные факты, которые могут полностью объяснить и подтвердить мою теорию о том, что Бэйби это и есть Эннард. И еще спасибо большое за подсказку, что Бэйби на самом деле большой аниматроник, так как согласно чертежам в файлах игры рост Бэйби превышает 2 метра. И это очень круто, друзья, потому что этот факт только подтверждает мою теорию о том, что Бэйби это и есть Эннард. Потому что если бы она была маленькой, то она могла бы спрятаться от видеокамер или обойти их. Но так как она очень большая, то легко может попасться на видеокамеры. К тому же такого крупного аниматроника можно легко заметить. Но самое интересное в том, что теперь стало более понятно, почему Бэйби сразу не убила охранника. Ведь так как ее рост 2 метра 30 сантиметров, то соответственно ее эндоскелет просто не поместится в теле охранника. Именно поэтому она собирает для себя нового эндоскелета Эннарда из всех аниматроников, который по размеру идеально подойдет для тела охранника. Спасибо, друзья мои, что помогаете. Вы у меня самые лучшие. И я вас всех очень люблю, и каждого по-своему. И теперь после просмотра этого видео вам станет все ясно и понятно. У меня есть еще очень много фактов и теорий по игре FNAF Sister Location. Поэтому ждите и смотрите их на моем канале. Обязательно ставьте лайки. Желаю успехов. До новых встреч!